Всем привет, друзья! Давненько не виделись. А все потому, что у меня было ряд определенных задач, которые нужно было решить. Это с оборудованием. Купил флешку, запасные аккумуляторы к камере, купил комплект аккумуляторов для фонаря, заказал ЭМП. Для тех, кто не знает, это измеритель электромагнитного поля, и купил термометр. Также пришлось купить вот такой автомобиль, так как выяснилось, все интересные загадочные места и заброшенные деревни находятся глубоко в лесу. На Матисе я без вариантов просто-напросто не доберусь. Ладно, не буду томить. Перейдем сразу к делу. Сейчас я нахожусь возле места, где когда-то жили военнопленные. Здесь они занимались заготовкой леса. На данный момент от лагеря остались только ямы. Они когда-то были землянками. Люди говорят, здесь происходят странные вещи. Те, кто добредет до этих мест, зачастую слышат голоса умерших, звуки автоматной очереди и вой пилы. А иногда кто-то мелькает среди деревьев. Опытные охотники зачастую плутают по хорошо знакомым местам, а стрелка компаса начинает раскачиваться то влево, то вправо, показывая неверное направление. Также подмечу, очень часто здесь видят странные светящиеся объекты, похожие на шары. Вот такая вот небольшая легенда, друзья, связана с этим местом. Также выяснил, что такой лагерь был не один, их было много. Все они располагались на лесной территории. Помимо этого, до войны в этих лесах жили старообрядцы, а после войны возле реки Керженец расположились детские базы отдыха. На данный момент, к сожалению, все они почти не функционируют. Кстати, когда я добирался до этого места, мимо одного из детских лагерей я проезжал. Он почти полностью разрушен. Местные говорят, что там появились какие-то люди в черных костюмах, ходят вокруг костра и читают на непонятном языке какие-то заклинания. А тут прошел слух, что за местными жителями какие-то ребята гоняются с бензопилами. Надеюсь, с ними я не встречусь сегодня. Ну что же, уже начинает темнеть. Сейчас отправлюсь в лес, произведу осмотр территории, проведу эксперимент с компасом, посмотрим, будет ли он указывать неверное направление. Всем приятного просмотра, друзья. А я пошел. Вот это место, друзья мои. Нам туда, вглубь леса. Мира и добра тебе, хозяин леса. Я пришел к тебе не за лесными дарами. Я пришел, чтобы увидеть то, что никогда не видел. У меня нет плохих намерений. Я пришел сюда без злых помыслов. Прошу тебя, леший, не гневайся на меня. У меня есть вот такой вот компас.
бывалошный, СССРовский. Сейчас я буду проводить первый эксперимент. Пройдусь с компасом по данному месту. Обойду все остатки от землянок, которые найду. Посмотрим, будет ли стрелка компаса отклоняться или показывать неверное направление. Вот первая яма. Когда-то здесь была землянка. Еще одна. Показалось. Здесь уже везде вырос лес. Лес молодой, не старый. Ямы достаточно глубокие. Они уходят все дальше и дальше в лес. Ну что ж, ребята, обошел территорию. Компас ни разу не показывал неверное направление, всегда показывал правильно. Ничего такого сверхъестественного и необъяснимого я пока не видел и не слышал. В лесу очень много посторонних звуков. Птицы, хруст веток, шум листвы.
бывает прямо, ну, немного пугает. Дальнейший расклад. Сейчас я расставлю по периметру освещение, установлю датчики движения, разведу небольшой костер. Нам нужен огонь, чтобы провести пару обрядов. Попробуем призвать лесных духов и призраков этого места. Ого. Ни ветра, ничего, ребят, не было. Стоило только сказать про духов и призраков. Ни с того ни с сего упал фонарь. Ладно, в панику бросаться не будем. Предположим, что я его плохо закрепил. И он просто-напросто упал. Не будем отвлекаться. Сейчас я подготовлюсь, и мы с вами снова увидимся. Посмотрите, ребят, как светится жучок. Зелененьким светом. Все подготовил. Развел костер. Установил освещение. Датчики движения по периметру. Также вторую камеру, которая будет писать. Сейчас буду я проводить первый обряд. Попробуем призвать лесных духов. Кстати, ребят, мы были здесь днем. Осматривали местность. Делали много фотографий. Также проверили местами землю металлоискателем. Обнаружили вот такие вот пуговицы. Это пуговицы от немецкого военного кителя. На них даже есть мелкая надпись и какая-то гравировка немецкая, если разглядывать под лупу. То есть это говорит нам о том, что действительно данная легенда основана на реальных событиях. То есть тут и вправду были военнопленные. Сделаем эти пуговки в роли маятника. Посмотрим, будут ли они себя как-то вести странно, либо отклоняться. Сделал вот такой вот маятник с этими пуговками. Кстати, еще, друзья, все, что я буду чувствовать, то есть чье-либо присутствие, какой-то страх или волнение, буду фиксировать все вокруг себя вот на такую вот камеру. Это увеличит мои шансы что-то заснять. Перерыл очень много форумов. В основном там говорят, что больше шансов что-то заснять на обычную пленочную камеру. Но я пришел к выводу, что это все ерунда. Если действительно здесь кто-то или что-то будет присутствовать, неважно какая камера, она это заснимет. А теперь можно начинать обряд. Сработал датчик движения с левой стороны. Услышьте меня, лесные духи. Прошу вас.
Призываю вас. Ветер к ветру, листва к листве, дым к дыму, огонь к огню. Услышьте меня. Придите на зов мой. Поговорите со мной. Так, друзья, поднялся ветер, зашумели кроны деревьев. Костер немного прогорел, подложил немного дров. Беру исключительно только валежник, чтобы не разгневать лешего. Будем пробовать. Призываю вас, лесные духи. Ветер к ветру, огонь к огню, листва к листве, дым к дыму. Услышьте меня. Опа, что это было? Страшно немного. Звук был в той стороне. Есть здесь кто? Если вы здесь и слышите меня, прошу вас, подтвердите свое присутствие. Может, это какие-то звери? Такое ощущение, как будто кто-то ходит, какие-то шаги. У меня сел фонарь. Надо вернуться к рюкзаку и поменять аккумулятор. Так.
во время того, как я проводил обряд по призыванию духов лесных. Был хруст. Сильный прям хруст ветки. И причем не один раз, а несколько. Я не знаю, кто это или что. Может быть, звери какие-то. Блин, надо сменить аккумулятор срочно. Так, друзья, предлагаю сделать небольшой осмотр по периметру. Пойдемте. Есть здесь кто? Страшно немного. Если вы здесь и слышите меня, прошу вас, дайте мне знак. Подтвердите свое присутствие. Паутина. Это дерево скрипнуло. Есть здесь кто? Так, друзья, надо возвращаться обратно к лагерю, к костру. Я от него слишком далеко ушел. Не хватало здесь еще заблудиться. Возвращаемся обратно. Чувство такое.
Не особо приятно. Не особо приятно. Такое ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Как кто-то смотрит пристально. Как будто кто-то там есть. Что это за стук? Возвращаюсь к лагерю. Камера пишет. Ну что ж, костер почти прогорел. Сейчас подложу веточек в костер. Поменяю аккумулятор в фонаре. И попробуем провести еще один обряд. Будем вызывать призраков этого места. Призываю вас, призраки этого места. Услышьте меня. Обратите на меня свой взор. Огонь в темноте горит. Ярким пламенем. Дым по ветру идет, стелется. Придите на зов мой. Прошу вас. Придите ко мне, призраки этого места. Услышьте меня. Явитесь на зов мой. Взываю к вам. Какую-то тень видел. Тень. Тихо, тихо. Ого. Страшноватенько. О. Зеркалка. Мне нужен фотоаппарат. Есть здесь кто? Ну что ж, друзья, эксперименты я провел, обряды провел, в лоб ни с кем не столкнулся. Четко глазами никого не увидел. Боковым зрением вот во время проведения обряда, да, видел какую-то тень. Но это может быть всего лишь мое воображение и либо обман зрения. Ну, было достаточно страшно. Звуки присутствовали. Вот, ну это лес. Допустим, какие-то зверьки могут быть. Допустим. По температуре никаких таких прямо неестественных отклонений я не увидел. В нашем случае, если резкий будет скачок на 3, 4, 5 градусов, то есть либо вверх, либо вниз, вот это да. То есть тут уже действительно есть чье-то присутствие. А так нет.
Думаю, не факт, что здесь кто-то есть. Либо есть, но я просто не понимаю его намеках или подсказок, которые он нам пытается сказать. Так что так вот. Посмотрим, что записали камеры. Посмотрим фотографии на фотоаппарате. Надеюсь, что будет хоть какая-нибудь зацепка, связанная с этим местом. А так, страшно, но никого я прям вот так вот в упор не видел. Что еще хочу добавить, когда мы были здесь днем, нашли вот эти вот пуговицы металлоискателем, было сделано множество фотографий, наверное, штук 150. И на одной из фотографий есть странный объект, похож на шарик. Что это было, неизвестно и непонятно. Это не какой-то засвет, не какое-то отражение от вспышки. Там не было никакого мусора, то есть ничего вообще. Просто песок. Ни стекляшек, ничего. Мы все проверили. Вот это вот объект интересный. Не знаю даже, как его объяснить, что это такое. А так вроде все. Время у нас еще есть. До рассвета остается где-то час-полтора. Посидим, подождем. Может быть, еще что-нибудь будет впереди. Костер почти прогорел, остались угли. Поблагодарим духов и отпустим их. Прошу прощения за беспокойство, лесные духи и призраки этих мест. Мира и добра вам желаю. Возвращайтесь туда, откуда вы пришли. Не серчайте на меня, не держите зла. Прощайте. Разошелся дождик. До рассвета я маленько не досидел. Осталось минут где-то 40-50. Там уже начало светать. Буду собираться и отправлюсь домой. За оставшееся время ничего я не увидел. Было только пару-тройку звуков, хруст веток и стуки. Не более того. Готовлюсь к следующему видео. Всем удачи и доброго здоровья. До новых встреч.